Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете и его работе. В последнее время у члена антикоррупционного комитета Руслана Байсарова и певицы Кристины Орбакайте произошло много трагических ситуаций. Совсем недавно сам Руслан Сулимович во время важной антикоррупционной проверки получил тяжелое ранение, а их совместный сын Дени Байсаров уже более года находится в критическом состоянии. К слову сказать, что отважный молодой человек 1,5 года назад спас свою родную сестру от верной гибели. Он стал донором для нее и отдал ей свою почку. Однако позже это привело к трагическим последствиям. За время нахождения в коматозном состоянии у отважного молодого человека появились и были обнаружены ряд тяжелейших заболеваний. Он перенес инсульт, 2 инфаркта, у него была обнаружена злокачественная опухоль, и на данный момент он готовится к срочной операции. Однако на этом трагические ситуации в семье Кристины Орбакайте не закончились. Сегодня утром стало известно еще об одном несчастье. Еще полгода назад антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым запретил Кристине Орбакайте проводить музыкальные концерты на территории Российской Федерации. И с того времени дочь Аллы Пугачевой вынуждена находиться в Соединенных Штатах Америки и выступать в местных барах и кафе. Финансовые доходы Кристины Орбакайте значительно уменьшились. Единственный, кто поддерживает семью Кристины Орбакайте в данный момент, это ее супруг Михаил Земцов. Однако вчерашнее событие вело кардинальные трагические изменения в жизнь семьи Кристины Орбакайте. Вчера вечером в Майами, в Соединенных Штатах Америки, неизвестные преступники ворвались в 4-этажный коттедж семьи Кристины Орбакайте. Сама певица не находилась дома, а в особняке находились Михаил Земцов вместе с дочкой. Семья Кристины Орбакайте не пользуется охраной, поэтому в дом беспрепятственно ворвались 4 вооруженных преступников. Михаил Земцов смог оказать сопротивление и нейтрализовал 2 преступников, однако еще 2 совершили трагические преступные действия. В результате неадекватных действий преступники скинули с окна 4-го этажа супруга Кристины Орбакайте Михаила Земцова и его дочь Клаву. Следствие считает, что нападение на дом Кристины Орбакайте могли произвести конкуренты Михаила Земцова по бизнесу, ведь муж Кристины Орбакайте является известным бизнесменом. К сожалению, данное преступление закончилось для семьи Кристины Орбакайте самыми печальными последствиями. Супруг певицы Михаил Земцов находится в реанимации, а дочь Клава впала в кому. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Команда Никиты Михалкова продолжает активную борьбу не только с российским шоу-бизнесом, но и с вышестоящими эшелонами власти. За последние 2 дня было арестовано еще 17 депутатов Госдумы. Теперь в следственном изоляторе и в камере временного задержания уже находится 65 представителей высшей власти. Сыну известного актера и члена антикоррупционного комитета Александра Ширвинда Михаилу Ширвинду отказали о вступлении в антикоррупционный комитет без объяснения причины. За последние 2 дня антикоррупционный комитет оштрафовал и конфисковал парфюмерный и продовольственный бизнес мужа Ксении Собчак Константина Богомолова и Ольги Бузовой. По словам Никиты Сергеевича, все конфискованные средства пойдут на увеличение социальных пособий и увеличение золотого запаса Российской Федерации. Сегодня день рождения празднуют 2 российские актрисы – Елена Сафонова и Анна Ковальчук. Елене Сафоновой исполняется 68 лет, а Анне Ковальчук – 46. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.